Василий Иванович служил егерем в заповеднике уже много лет. Именно служил, ведь он считал себя пограничником, поскольку он охранял границу между природой и человеком. Он до сих пор считает, что у егеря нет друзей, и каждый вошедший в заповедник без разрешения — потенциальный враг, даже если хорошо знакомый. На этой незримой войне между людьми и природой нет места жалости. Сейчас он уже на пенсии и любит вспоминать былые деньки. Было много чего и веселого, и грустного, но один случай он точно не забудет до конца своих дней. Ведь благодаря тигру он остался жив. Случилось это много лет назад. Он уже продолжительное время работал в заповеднике и был опытным егерем. К тому времени у него была замечательная жена Нина и маленький сынишка Ваня. Они его назвали в честь дедушки. Он был человеком с большой буквы. С женой они вместе приехали сюда работать. Он стал егерем, а она радисткой. Ведь единственный способ связи в этой местности была рация. В тот год зима выдалась очень суровая и снежная. Такие случаются, наверное, раз в лет в 50. Егерь начал находить на обходе зверей, которым не повезло. Они не могли найти себе пропитание и замерзали прямо на дороге. Василий решил, что животным нужна помощь. Ведь если не принять какие-то меры, то весной они увидят очень печальную картину. Чтобы этого не произошло, он принял решение подкармливать своих подопечных. Для этого он на снегоход грузил килограмм 20 мяса и раскидывал по территории. Через день-два проверял, съедено ли. Как правило, от мяса ничего не оставалось. И тогда, с чувством выполненного долга, Василий возвращался обратно на кордон. Работа ему нравилась. Он и подумать не мог, чтобы променять ее на какую-нибудь другую. Тут ты с природой, а природа с тобой. Ты как будто находишься в единении с ней и со своими мыслями. В тот день он, как обычно, нагрузил мясо на снегоход, проверил, все ли надежно закреплено, и отправился в путь. На улице стоял мороз и немного вьюжило. Он хотел быстро сделать обход, раскидать, как обычно, мясо и вернуться домой. И, если останется время, проверить браконьерские тропы, все ли там спокойно. Браконьеры любили захаживать в тот заповедник. Обычно они пробирались через забор и шли вглубь, там скапливалось больше всего животных. Как-то раз ему удалось поймать одних. Ночью они пробрались сюда, хотели раздобыть оленей панта, молодые рога благородного оленя. Животных они, слава богу, не успели найти. Зато нашли Василия Ивановича. Когда он их преследовал, браконьеры попытались сбросить рюкзаки в кусты. Но он вовремя это заметил, поэтому их причастность он легко смог доказать. Было много таких случаев, но сейчас речь не об этом. Василий собрал все необходимое и отправился в путь. Мороз стоял трескучий, изо рта шел пар, а усы и ресницы быстро покрывались инеем. Так как было очень холодно, да и вьюга усиливалась, он решил побыстрее закончить свое дело. Ведь совсем не ехать он не мог, животным нужна была еда. Он поехал быстрее, чем обычно, все шло хорошо, но под снегом он не заметил, как налетел на поваленное дерево. Его отшвырнуло вместе со снегоходом. Он упал, а ногу его придавило гусеницей. Мясо разлетелось во все стороны. Василий потерял сознание. Через какое-то время он очнулся и сразу схватился за голову, она трещала и раскалывалась. Видимо, он хорошо приложился о снежный наст. Когда он смог полностью открыть глаза, он увидел, что ноги его лежат под перевернутым снегоходом. Из последних сил он смог кое-как из-под него вылезти и немного отошел, да так и упал. Видимо, отошел от шока и начал осознавать произошедшее. Он даже не понимал, что у него была сломана рука. Он упал и не знал, что к нему пришли гости. Гордая лесная красавица, тигрица, пришла на запах мяса. Сначала она с опаской издалека наблюдала за человеком, а затем, когда поняла, что тот не двигается, начала медленно приближаться. Она съела пару кусочков мяса и затем, насытившись, подошла к мужчине. Она аккуратно его обнюхала, покрутилась еще немного около него и легла около его груди, закрыв распахнутое пальто. Василий пока не понимал, что происходит. Ему казалось, что он уже дома, в кровати, и к нему пришла его кошка Мурка. Он запустил руки в ее мех, погладил рукой и стал их согревать в ее мехе. Тигрица мурчала и явно была не против этого. Своими ушами она внимательно слушала, что происходит вокруг.
Тем временем Нина уже начала волноваться. Ее муж уже должен был вернуться домой. Сынишка начинал плакать и спрашивать, где его папа. Для него это было совсем не свойственно. Нина посмотрела в окно. На улице была пурга, и постепенно начинало темнеть. Она смотрела в окно, разрисованное причудливыми морозными узорами, и молила Бога, чтобы муж вернулся. Когда ей надоело ждать, она попыталась успокоить сынишку, но тот капризничал и все ни в какую не хотел успокаиваться. Все папа да папа. Она дала ему детскую книжку и сказала, что пошла за папой, и если он будет спокойно себя вести, то они скоро вернутся. Тогда Ваня успокоился, посмотрел на маму, перестал плакать и взял книжку в ручки. Нина наспех оделась потеплее, налила горячего чая в термос на всякий случай и отправилась в путь. Она вспомнила, что муж уехал на снегоходе, значит, ей оставались только лыжи. Она решила пройти по обычному пути мужа, он ей как-то его показывал, как раз на подобный случай. Становилось все темнее и темнее, а Нина боялась не успеть. Лыжные палки утопали в нанесенном снегу. Ей было тяжело, но она должна была найти Василия. Вдруг вдалеке она заметила перевернутый снегоход. Она подумала о самом худшем, но начала подходить ближе. Вскоре она заметила припорошенные куски мяса на снегу. Удержаться от шока ей позволила только мысль о том, что муж все равно должен быть в порядке. Ведь она напрочь забыла про то, что муж поехал с этим мясом зверьё лесное кормить. Она подошла к снегоходу, он был перевернут, но Василия под ним не было. Она начала оглядываться по сторонам и в темноте заметила полосатую спину. Затем показалась голова, и тигрица, встав и потянувшись, медленно ушла. Нина наконец заметила, что около тигрицы лежит Василий. Она подбежала к нему, начала бить по щекам и растирать их. Удивительно, но руки и грудь мужа были не то что теплыми, а горячими. Наконец она растормошила мужа, дала ему попить горячего чая. Нужно было возвращаться домой. Но у Василия была сломана рука, а Нина сама бы не смогла перевернуть снегоход. Оставались только лыжи. Но на улице была очень сильная пурга, да и до дома было не совсем близко. Василий, придя в себя, решил сделать что-то типа палатки у перевернутого снегохода. Хорошо, что он всегда возил с собой плотную шинель. Они укрылись от ветра, и, наконец, стало спокойнее. Они сидели в своем убежище и согревали друг друга. Нина, наконец, смогла осмотреть руку Василия. Все было не так страшно, но в больницу все равно нужно было попасть как можно скорее. Они просидели какое-то время в палатке, а затем ветер утих, и Нина выглянула на улицу. Вьюга, бушевавшая целый день, наконец закончилась. На небе светила полная луна, и даже как будто стало немного теплее. Снегоход они решили оставить пока тут, а сами медленно пошли домой. Дома их встретил Ваня. Он успел прочитать всю книжку и очень хотел рассказать папе о той сказке про доброго тигра. Василий улыбнулся и сказал, что, похоже, знает такую и сам ее расскажет завтра сыну. Руку Василию вылечили, и доктора в больнице очень удивлялись, как он ничего себе не отморозил в такую метель, пролежав практически целый день в снегу и на ветре. На что Василий отшучивался, решил он не рассказывать о той тигрице, ведь все равно не поверят ему. Но сыну все же обещанную сказку он рассказал о доброй большой тигрице, которая не дала замерзнуть одинокому путнику в дороге, и с тех пор путник благодарит ее каждый раз, оказываясь на этой тропе. Василий долго думал, почему же она решила его согреть. Ведь это хищник, а он, можно сказать, его потенциальная добыча. Но, видимо, развозя мясо и помогая тем животным, он был ей так отблагодарен. А может, просто она учуяла от него какой-то знакомый запах. В любом случае, теперь он благодарен этой тигрице до конца своей жизни. Иногда в жизни происходят необъяснимые вещи. Например, как это, когда тигрица благодарность помогла своему кормильцу-егерю. Ведь он, не жалея себя, в плохую погоду не побоялся поехать и покормить животных. Ведь он понимал, что это его долг, и без него они не справятся. Вот такая трогательная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего.